Плохое начало отношений. Во всем виноват кефир. Отношения начались с проблем. Стоит ли продолжать? Если подруга оказалась друг. В рекомендациях попался занятный ролик. Врач-венеролог рассказал случай из практики. К нему обратился мужчина с подозрением на нехорошую болезнь. Тот недавно начал новый тип отношения, чтобы все как у людей. И через месяц небесный стержень нашего Ромео стал пахнуть тухлой рыбой. Может, то знак свыше? Куда бежать? Что делать? Кто виноват? И какие стоит сделать выводы? Серпень. Что серпень? Ну, перепончатокрылый серпень. Про лактобактерии и вирус Эбола. Обычно мужчина идет к врачу только когда из его спины торчит топор и мешает спать. Мой друг хочет знать, что ему делать со всем с этим. Но герой нашей истории оказался куда более разумным. К тому же речь шла не про какую-то спину, а про самый что ни на есть корень жизни. Врач успокоил страдальца, ни к чему кричать «помогите, спасите». Кто сказал паника? И вообще, дело не в нем, а да как такое могло произойти? В ней. В следующий раз к эскулапу парень привел подругу. Та типа не при делах, недавно делала тесты и никаких вирусов не обнаружила. Однако врач проверил флору и фауну райской пещеры и подтвердил свою догадку. У дамы проблемы с лактобактериями. Короче, кефир немного прокис, бактерии перебродили, и пещерка стала немножко подванивать. Ну ладно, хоть вирус Эбола или колонию морских ракушек не обнаружили, и на том спасибо. У вас есть хобби? Коллекционирую споры, плесень и грибки. Влюбленные парочки прописание полоскания в специальных жидкостях. Затем даме подселили правильные бактерии, и через месяц наши влюбленные цвели и, не побоюсь этого слова, благоухали. Я даже вижу, как наш герой успокаивал подружку и говорил ей, что все это фигня, и они вместе эти глупые проблемы преодолеют. И так-то история забавная, если ее не анализировать. Сказка про принца. Жил да был один принц. Был он холост, и потому никто не грыз ему мозг. Уже по одному этому прекрасно быть одиноким принцем. Жил он беззаботно, ел и пил, что хотел, встречался с легкомысленными принцессами. Причем тащил он в свою берлогу всех подруг, которые были не против посмотреть на его коллекцию аквариумных рыбок. И все было хорошо, в том числе и потому, что наш принц выгуливал своего коня исключительно в специальной защите. Это был опытный и предусмотрительный принц, а потому ненужные подарки от Венеры ему не грозили. Но вот принц встретил свою единственную принцессу, и зажили они счастливо. Правда, счастье у точки сеяния продолжалось недолго, всего месяц. Что такое, Пол? Не болтай, видишь, я занят делом. Принцесса оказалась испорченной и наградила принца отвратительной болезнью. Конечно, все было излечимо, но сам факт. Характерный момент. Проблемы у принца начались именно с появлением в его жизни, той самой единственной. Про гигиену полости рта и других технологических отверстий. Обратил внимание, что к врачу наш герой пришел сразу после обнаружения посторонних запахов. А подруга что? Она типа не замечала? Женщина с малых лет вдалбливает голову в заботу о здоровье, ибо многие женские болезни возможно остановить только на разных стадиях. И значит мужчина стал сразу бить тревогу, а она нет? Похоже, дама или лжет, или ей плевать на свое здоровье. Кстати, а что у нее с гигиеной? Полагаю, у тебя уже был мужчина? Я невинна. Есть над чем задуматься, не так ли? С ее слов, она недавно проверялась на венерические заболевания. А теперь вопрос к знатокам. Как часто ты проверяешься на вен-заболевания? Вот так идешь по городу одним прекрасным вечером и совершенно случайно проходишь мимо местного кожвен-диспансера. И сразу назойливая мысль. Я ведь уже неделю не проверялся, надо зайти. Ну типа это так работает? Мне вот кажется, что у подруги были веские причины провериться. Потому что просто так тесты не делаются. Конечно, может быть, она пошла по венерологам как раз из дисбактериоза райской пещере. Но почему тогда проблема не была решена? Или она рассчитывала, что оно само как-то рассосется, а мужчина даже не заметит? Тут можно построить сотню версий, но у всех будет смысл один. Подруга от парня что-то скрывает. Например, она своим небесным вратам не хозяйка, и те открываются перед любым прохожим. Потому принцев в ее жизни гораздо более одной штуки. А вот нашему парню явно есть о чем поразмыслить на досуге. Что думают женщины? Мои слушатели-читатели могут посчитать меня экспертом всех наук, мол, что тут в жизни. А сам-то как? Да что ты, черт побери, такое несешь? А сам в своей жизни я дважды наступал на похожие грабли. Тоже пытался помочь справиться с болезнями любимым женщинам. Правда, ситуевины были не заразные, но куда более грустные. Как там? Врачу излечись и сам. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Сейчас мне странно смотреть на свои тогдашние действия.
Но я наивно думал, что буду хорошим, добрым мужчиной, и это оценят по достоинству. Тем временем меня откровенно использовали. Неужели вы восприняли их бредни всерьез? Конечно, ничего хорошего моя благотворительность не принесла. Я пустое сжег время, деньги и нервы. А потом мы все равно расстались. Ведь мне одного раза оказалось мало, я наступил на эти грабли снова. И опять мне было грустно и больно, но выводы теперь я все-таки сделал. Потом, в рамках программы самокопания, общался по вопросу с знакомыми женщинами и спрашивал их мнение. Ну типа, правильно ли я тогда поступал, что они думают обо всем со своей колокольни. А женщины в ответ на меня странно смотрели. Лёша, тебе что, заняться нечем? Ну ладно бы у вас были отношения много лет. А вот так вкладываться в случайную подружку. Да таких уникальных 10 миллионов. Найди себе нормальную и радуйся жизни. Конечно же, женщина поделится своими проблемами, если рядом окажется подходящий глупец. Но когда представительство прекрасной половины человечества смотрит на происходящее со стороны, комментарий четкий и недвусмысленный. Нахрена тебе чужие проблемы? Практичность. Дважды занятно, что женщины не стесняются быть расчетливыми. И если в плане самопожертвования спустя n лет совместной жизни может быть всякое, то вначале из двух мужчин женщина выберет самого выгодного. Справедливости ради расскажу такой случай. Знакомый серьезно заболел и в итоге получил инвалидность. Повезло, что не умер. Сейчас нашел легкую работу и как-то крутится, но здоровье не то. Однако жена его не бросила. Но опять же, они много лет вместе, 3 совместных детей. Но вот если что-то такое в самом начале, с больным мужчиной отношения начнутся только если это миллионер. Я искренне верю в чистую бескорыстную любовь, но всегда есть нюансы. Потому логично, что пусть женщины сами что-то решают, а потом приходят и вновь пытаются войти в реку под названием отношения. Да-да. Зачем она тебе нужна? Женщина любит говорить, что мужчина нужен для решения проблем. Это как бы давно не тайна. И мужчины ради доступа к сладкой пещере готовы на всяческие подвиги. При этом женщинам подавай успешного, сильного, красивого и далее список на 100 пунктов. Вопрос мужчинам, а вам-то нафига проблемные женщины? Ну, у каждого свои недостатки. Возьми листочек и напиши. Я хочу тратить свое время и деньги на непонятных левых личностей, потому что вот тебе реально настолько нечем заняться, что ты готов тратить жизнь на случайных подружек, которые тебя откровенно используют. Правильно, чтобы не перестали страдать и начали получать от этого хоть какое-то удовольствие. Отдельно замечу, я никого ни к чему не призываю. Я не выступаю против альтруизма и самопожертвования. Да и вообще, я за все хорошее и против всего плохого. Вот только часто за разговорами по доброе и вечное скрываются попытки нас поиметь. Потому стоит проявлять хотя бы немножко практичности. Это я и себе сейчас говорю. Не нужно давить. Этого пока хватит. В ситуации выбора необходимо задать самому себе простые вопросы. А точно ли это мне нужно? И а зачем мне это нужно? И аргументация вида «потому что я люблю» вызывает у меня лишь злую иронию. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Вообще практичность в отношениях стоит проявлять всегда, не только в начале и не только в случае с противными болячками. И фактор «я ее люблю» точно не должен быть определяющим. Потому герою истории я посоветовал бы все спокойно и хорошо обдумать. Конечно, я не суеверный, но симптоматично, что уже на старте отношений подруга создает проблемы. Сие как бы знак, и ситуация во всех смыслах дурно пахнет. Вот поэтому я и не женюсь.